Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, подписки. Спасибо. Благодарю вас за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты бесишь своих врагов? Чем таким наделили тебя высшие силы? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Хитрая лисичка, дьявол. Это уже интересно. И прошлая карта. Сейчас будем все уточнять. Карта семья. Ух ты ж, Иерофант. Странно карты, девочки. Такие странные карты. Сейчас буду уточнять. С одной стороны лисичка, дьявол. С другой стороны у нас тут родовое дерево. Иерофант. Иерофант, девочки. Самая светлая карта в колоде. Семья. Это вообще о чем? Сочетание несочетаемого. Сейчас будем уточнять. Так, лисичка хитрая. Это вы? Ага. Так интересно. Знаете, как будто бы вы понимаете, что в этой жизни нужно брать шансы. И, скорее всего, вы смотрите наверное, больше на женщин. Ну, давайте так, в принципе. На людей, которые используют шансы. Не всегда совсем, как вам сказать, по-честному, не совсем экологично это все используют. Вы понимаете, что, скорее всего, в жизни они преуспевают, эти люди, которые как-то хитренько умеют приспосабливаться, парляки, нестандартные какие-то решения принимают. Но нестандартные решения это одно, а лисица хитрая рядышком это о безворотливости, о умении приспособиться, при этом свое не потерять. Но, скорее всего, если дьявол рядом, то это наказать кого-то, того, кто рядом. То есть использовать, давайте так, своими прямым языком будем честно говорить. Это история о людях, которые используют других людей, при этом всегда остаются в выигрыше, на плаву, умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам. Шансы берут, используют вот прям на ровном месте и найдут где поживиться и как выжить. И не просто выжить, а процветать. Шансы. Так вот, тут мне сразу показано, что вы карта отторжения. Вы не хотите так жить. Вы не хотите, может быть, с такими людьми в какой-то ближайшей связке находиться. Вы не хотите, может быть, работать с такими людьми, выстраивать разного рода союзы. Вот мне больше так похоже. Вот как будто бы у вас в прошлом, может быть, было то ли общение с такими людьми, то ли вас судьба с ними сводила. Карта прошлая. И вот вы четко понимаете, нет, не хочу. Какие бы это ни несло там, может быть, материальные блага, да, но тут показана женщина, которая выбирает ценности совершенно другие. Будто бы вы уже осознанно, вы четко понимаете, ради вот таких мимолетных, пусть даже не мимолетных, пусть даже это будет стабильная материальная стабильность, да, тавтология, извините, кто-то посчитает, что так и нужно жить, вот так вот, особо не задумываясь, чем это чревато, и у кого-то тут, может быть, никаких укоров совести, укоров нет. Тут мне как будто бы историю какую-то показывает, что вы женщина, которая четко знает, что для нее важна семья, близкие, родные. По Иерофанту это духовный рост, развитие. Тут родовое дерево. Для вас важно не количество, может быть, там, знакомых, там, типа а-ля друзей, приятелей. Для вас важно качество. Качество людей, которым вы доверяете, с которыми вы рядом находитесь. Вам важно ваше состояние. Состояние, может, умиротворения, покоя, гармонии. Вы к этому стремитесь. Я не говорю, что вы тут абсолютно питаетесь нектаром, да, и не понимаете, близким там деткам нужно
там каждый день там питаться, ужин нужно из чего-то готовить. Я думаю, вы земная женщина, но тут вот почему-то мне вот так вот показано, что вы слишком хорошо знаете обратную сторону вот этих вот каких-то, ну, вот этих вот хитрых каких-то вот проявлений. Вот лиса с дьяволом — это люди, которые, ну, я же говорю, они как будто бы умеют выживать в любом обществе, но при этом вот эти вот, эта хитрость, вот это вот умение приспосабливаться, оно боком выходит другим людям. Тут как будто бы вы вообще хотите от этого всего подальше держаться. Ну, мне как-то так идет. Так. Может, вы в принципе раньше в этом в каком-то там то ли коллективе, то ли, блин, какие-то были у вас там, может быть, знакомые, друзья, приведи Господи, такие. И вы уже с этим столкнулись и говорите: не, больше не хочу. Не хочу. Прошлое. Солнце. Ценность. Тут какой-то у вас был урок, не буду говорить болезненный, у кого-то тут трио, ну, не знаю, ладно, любовные треугольники не буду считывать. Тут, знаете, вы могли столкнуться с тем, что рядом с вами был или были какие-то люди, внешне, может быть, такие по солнышку, открытые, веселые, общительные, прям человек, которому все там стремились с ним пообщаться, ценный, карта скоробей. Он себя таким транслировал: я ценный, я ресурсный, я интересный. Может быть, вы даже на такого или на таких людей ориентировались. Но потом вот эта вот карта трио, это все-таки я буду считывать как третий фактор какой-то. Карта мастерство. Может быть, вы на этого человека и ориентировались. Вот тут у кого-то, может быть, даже человек строил карьеру или достигатор какой-то, действительно чего-то он достиг. Есть какие-то там, уже не знаю, там регалии, заслуги. Но вот эти карты говорят мне о том, что тут не просто, тут есть какая-то обратная сторона. Тут как будто бы вы посмотрели и увидели, что, боже мой, а этот человек вообще, ну, как будто бы внешне это одно, а за этим скрывается вот это вот там, ну, то, что он утаивает. Какие-то, ну, даже элементарно, солнце — это обратная сторона этого всего, это эгоизм. Может, человек идет там по головам, по трупам ради достижения поставленных целей. Картинку красивую люди видят и стремятся к этому, но они не знают какой-то обратной стороны этой, не видят. А вы это все увидели. Ну, кто-то, может быть, даже в браке был с каким-то таким человеком и тоже для себя сделали вывод: я не хочу этого. Ни одни, допустим, материальные какие-то блага. Тут почему-то вот такой какой-то нюанс, вот какая-то хитрость, материалка. Вот тут как будто бы какой-то нюанс такой. Спаси Господи, я не призываю всех там отказаться от этих, ну, не знаю, от элементарного желания прекрасно жить материально. Нет, просто я тут это усматриваю и вижу, тут какую-то вот вы увидели вот эту вот хитрость. И вы говорите: я не хочу так. Я не хочу с такими людьми. Мне с ними не по дороге, не по пути. Ну, тут я выбираю карта Иерофант, это какое-то спокойное, может быть, желание спокойно жить с любимыми людьми, в гармонии, без всякой хитрости, без всяких обманов, фальши, без, может быть, тут желания где-то, знаете, где-то кого-то оттолкнуть, но там взять желаемое, где-то перейти кому-то дорогу, по головам пройти, но получить то самое заветное желаемое. Как будто бы вам это уже не приносит ни удовольствия, может быть, изначально это не приносило. У вас вообще другие какие-то ценности, принципы. Вот тут такое вот. Мне такую девочку показали. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, чем ты бесишь своих врагов, чем таким наделили тебя высшие силы?
Смотрим. Мгм. Так, какие карты? Я не могу сказать, что они противоречивы, но тут понятно, что с вами, вашим недоброжелателям, им сложно с вами. С одной стороны, они эм, тут, как вы знаете, с одной стороны, они видят ваша тут карта морали, открытые ладони. Они прекрасно считывают, что для вас, может быть, их какие-то попытки, может вовлечь вас в какие-то игры, знаете, может быть, даже как это, соблазнить своего рода вас, эм, спровоцировать на какие-то, ну, может, им нужные поступки какие-то ваши. Они могут потерпеть фиаско, потому что у вас свое видение этого мира, себя в этом мире, мораль. Это четкое понимание того, что для вас приемлемо, что вообще вам не нужно, да, как будто бы вас особо даже соблазнить они чем-то не могут, так как-то даже, может быть, не напрямую, а через кого-то там, дабы использовать в собственных целях. Тут вот такое вот. То есть вряд ли вы будете тут терпеть какие-то, ну, опять-таки, какое-то такое обращение с собой, к себе, какие-то, если это, ну, знаете, некоторые люди терпят очень многое, какое-то такое, давайте назовем это некрасивое поведение в свою сторону, могут это все годами терпеть ради каких-то материальных там плюшек, там зарплат, выгод, ну понятно, там у каждого своя история, но осознанно могут на это соглашаться. Я вот этому всем усматриваю, что бесите врагов тем, что нет у вас свое четкое видение того, что как с вами можно, как с вами нельзя. По крайней мере, враги ваши это понимают. И они понимают, что вы такое терпеть не будете в свою сторону. При этом все равно они вас не понимают. Вот это вот четко понимают, да, ваши там, у вас какие-то есть правила нравственные, там этический кодекс какой-то есть, это все. Вы этому придерживаетесь. Но при этом по Луне загадочное. Много о вас, как будто бы они не знают. Они пытаются узнать, и они не могут что-то вас понять. Не могут как-то свести одно ко второму, не могут сопоставить. Может быть, отчасти даже не могут понять, почему вы можете там отказываться от каких-то, допустим, на их взгляд, выгодных предложений или союзов каких-то, ну не обязательно с мужчинами, в принципе союзов там с людьми, если это вам может это сулить какие-то там денежные вознаграждения, а вот они с одной стороны не понимают, а с другой стороны они до конца так и не могут, допустим, этого понять. Ну, у всех разные ценности. По этой карте видят вас привлекательной для противоположного пола, манкой, загадочной. Может, женщина, которая занимается чем-то в плане, там, увлекается эзотерикой, психологией, чем-то таким вот, попытками, может быть, разобраться, докопаться до сути вот, того, что происходит с ней, с окружающими, взаимодействие, вот, как-то разложить по полочкам, это все сюда. При этом принцесса, высокая ваша оценка тут и ваших внешних данных, интеллекта, навыки, способности, тут нормально все. Принцесса это сродни императрице. Причем если рядом карта мораль, а с этой стороны Луна. Знаете, с вами могут они сближаться, попытаться как-то выстраивать отношения. А опять-таки, может быть, как пытаются периодически перетянуть в свой лагерь, если можно сказать, сделать вас единомышленником, так как изначально не понимают вас, думают, что можно с вами как-то там, ну, договориться, да, выстроить какие-то, может, деловые контакты, а потом вот сталкиваются вот эта карта мораль, и это их как отрезвляет. При этом они видят вас человеком, который всегда придет на помощь, руку помощи эту протянет. Наряду с этим по всаднице огня видят вас очень активной. Женщина, которая может не довольствуется там
одной, может быть, один род деятельности, да, может быть, там вы обучаетесь чему-то, к чему-то стремитесь, при этом активная, в принципе, активная жизненная позиция, всадница огня. Но именно в этой карте, карта Монара, а знаете, тут вот как будто бы вы протянете эту руку помощи, поможете, да, но если потом человек будет, допустим, пытаться вами манипулировать, то вы развернетесь и ускачете. Тут не будет такого, что на вас там можно вот ездить, на вас можно постоянно, ну, скажем так, где-то использовать вот вас. Вот тут как будто бы вы сразу раскусите это. Вот тут мне тоже такое вот идет. Вот этим тоже, скорее всего, бесите, так как, наверное, желающие были даже проманипулировать, использовать вот это ваше желание прийти на помощь, использовать ваше вот это вот желание, карта мораль, в нашем случае это открытые ладони, выстраивать отношения по-честному, выстраивать отношения в открытую. То как будто вы к людям так и надеетесь, что люди к вам точно так же. А тут это все-таки мы смотрим, вы бесите врагов, скорее всего тем, что они, может, попытались с вами не совсем честно себя вести, ну кто-то, и столкнулись с тем, что да, раз могли помочь, а потом развернулись и своими делами начали заниматься. При этом успешно вы занимаетесь, не просто так, да, там проводите там праздно время. А тут все-таки всадница огня, я ее считываю, это женщина, которая, ну, так как огненная энергия у женщины есть, и вы ее направляете на, ну, на то, что вам интересно, на то, чем вы там горите, увлечены. То есть у вас и хобби, увлечения, какие-то круг знакомств есть. То есть нет такого, что там вы пребываете в каком-то там, уж не знаю, в каком-то депрессивном состоянии и сидите, вы ничем не интересуетесь, вам никто не интересен, и да, и вы никому не интересны. Не-не-не, тут такая девушка живая, общительная. То есть, если даже какие-то у вас есть, ну, проблемы, если можно сказать так, в общении с вот такими вот личностями, ну, вы же все-таки врагов каких-то бесите, то они четко понимают, что это у них с вами проблемы, а у вас тут достаточно много людей, с которыми вы находите общий язык, и, может быть, у вас общие интересы, вы горите каким-то, может, не знаю, там, хобби, увлечение, чем-то занимаетесь, к чему-то стремитесь. Вот тут такое вот. Так, при этом женщина, которая никогда руки не опускает, тут карта надежда, письмо, судьба. Как бы ни складывалась на данный момент там ваша судьба, какие бы ни были у вас тут препятствия, все равно вот эту надежду у вас есть, она в душе, и вы другим дарите эту даже надежду. Может быть, своей жизнью, может быть, своими поступками, видением этой жизни. Вот тут так как-то письмо. Вполне возможно, ну, кто-то медийная личность, кто-то общается постоянно там с другими людьми, с девочками, может быть. Я-то так считываю, ну, это женщина, с которой даже где-то берут пример. Вот, конкретно тем, что если даже что-то одно не получается, вы находите, чем увлечься другим. Может быть, новые какие-то сферы осваиваете. Может быть, тут и работа, и обучение, и что хочешь. Это не могу понять. Сейчас буду... Ну, вот я так могу считать, что вокруг вас достаточно много зависти, как бы там ни было. Ну, карта вулкан, тут вулкан. Энергии такие. Может быть, завидуют. Кто-то завидует там вашей... ну, давайте так. Тут всадница огня. Может быть, энергии. Тому, где вы берете энергию, как вы можете эту энергию направлять, куда и что новое вы там еще придумали. При этом врагов бесите тем, что, как вы тут в самом начале вышли у меня по Луне, непонятное, непредсказуемое. А тут ящик Пандоры. Как будто бы вас вообще ничего не страшит. Вы можете начинать какое-то дело, знаете, как бизнес там в довольно солидном возрасте. Можете идти обучаться, опять-таки, чему-то в солидном возрасте. Опять-таки, как будто где-то какая-то безбашенность, но при этом вот такое ощущение, как будто бы вот вы живете в их понимании вот, какой-то такой жизнью, которой они не в полной мере могут себе позволить. Это не материальное, это скорее ваша жажда жизни, это ваше желание даже где-то наслаждаться этой жизнью, жить по своим правилам. Вот тут вот так вот. Ну, как-то мне так идет.
Давайте я еще уточню. Тут какое-то считывается у вас, знаете, отношение к окружающим вас. С одной стороны, это добро, свет, это желание прийти на помощь. С другой стороны, как будто бы для вас абсолютно не важно то, что о вас там скажут, будут там судачить, какие-то вам ярлыки навешивать. Как будто бы у вас какой-то тут здоровый пофигизм в этом плане. Вот вы считаете, вот что так вы должны жить, и все. И пофиг вам, что там, кто про вас говорит, какие-то там нормы. Хотя, с другой стороны, тут мораль. Тут, с другой стороны, вы тут, мне кажется, намного добрее очень многих вас окружающих. И даже шансы можете людям давать, тем, которым, наверное, не всегда нужно давать. Так. Вот тут, ну тут похожие вышли у меня карты. Смотрите, вулкан, тут вышел огонь. Да, луна вышла, также луна у меня. И тут ящик Пандоры, марионетка, крест. И в конце карта лилия. Я просто это буду считывать так, чему они завидуют. Тому, что если даже в вашей жизни тут бывают какие-то, ну, понятно, проблемы, времена какие-то не очень полуния, да, тут опять-таки попытки вами манипулировать, как будто бы попытки заставить вас то ли жить чужой жизнью, да, вот жизнью, там, кто-то там желает так вас подчинить, и чтобы вы жили, проживали не свою жизнь, то вы, может быть, это все как-то проживаете. Тут осознанность, карта крест, это где-то понимание того, что происходит уже, принятие даже чего-то уже как опыта. Ну и дальше идет карта лилия. Несмотря на все это, у вас все равно идет рост, развитие, запрос. При этом запрос на развитие, лилия это карта чистоты, чистоты помыслов. Тут прям прослеживается. Вот так вот вы говорите, я хочу жить по карте лилия чисто, не токсично. Я хочу поменьше, может, контактировать с какими-то людьми, которые, ну, знаете, опять-таки какие-то ядовитые, токсичные проявления у них. Опять-таки желание навязывать свою волю, свое видение этой жизни. Тут как будто бы вот тут ваши враги, они могут беситься из-за чего? Из-за того, что вот как-то так вы спокойненько, плавненько как-то огибаете все какие-то препятствия, которые на вашем пути возникают. При этом ну, вот эта вот чистота, которая внутри вас, она сохраняется. Тут как будто бы вы не теряете этого. Даже с кем бы вы тут не сталкивались, может, вот тут вот разворачиваетесь и просто посадница огня, да, как ускакала она от каких-то проявлений, которые, ну, допустим, вам неприятно, да, человек как себя ведет. Вы, скорее всего, этих людей как-то так на вытянутую ручку, плавненько, все, и больше они в вашей жизни то ли совсем не появляются, то есть если появляются, то как-то вы им даете понять, что, ну, они над вами не властны. Ну, получается так. Вот тут как-то вы в прямом смысле как будто вы выстраиваете свою судьбу, прикладываете усилия для того, чтобы, может быть, какие-то, повторюсь, эти токсичные люди, они где-то оставались позади, где-то оставались вообще не с вами в связке. Это так интересно даже. У вас какая-то как прям способности есть к этому. Сейчас мне напишите, конечно, посылаю в эротические дали. Прекрасная способность. Ну, вот тут что-то такое. У меня по вот этим картам прям складывается впечатление, что ваши враги, может быть, так и хотели вам то ли какой-то компромат про вас узнать, то ли вот что-то подпортить какую-то даже репутацию, которая у вас есть. Но мне кажется, тут не совсем у них что-то получается или получилось. Вот это подбешивает, мне кажется. Все. Такой сегодня у меня получился расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка
лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.